Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о легендарном артисте Александре Ширвинте и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Уход из жизни Александра Анатольевича стал страшным ударом не только для членов антикоррупционного комитета и российской общественности, но и для миллионов зрителей и почитателей таланта великого актера. Организация Никиты Михалкова не могла поверить, что Александр Ширвинт, который еще накануне трагического события проводил деловое совещание и ездил на проверки от лица комитета, неожиданно ушел из жизни. И предположения антикоррупционного комитета оказались верными. Еще позавчера следственные органы официально заявили, что Александр Ширвинт ушел из жизни вовсе не из-за сердечной недостаточности, а в результате отравления сильнейшими медицинскими препаратами. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и органы полиции сделали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти преступников и отомстить за Александра Ширвинта. Следствием была определена точная цепочка действий Александра Ширвинта в день трагического события. С утра 15 марта, в день смерти легендарного артиста, Александр Ширвинт дал интервью центральной прессе, а позже стал готовиться к деловому совещанию в антикоррупционном комитете. Однако в 16:30 того же дня произошло непредвиденное событие. К Александру Анатольевичу домой приехали представители центральных каналов телевидения, якобы чтобы обсудить открытие нового телевизионного канала, который будет посвящен антикоррупционному комитету и культурной жизни России. Именно после этой встречи Александр Анатольевич почувствовал себя резко хуже и был доставлен в больницу и скончался спустя 3 часа. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков подтвердил данную информацию. Он сообщил, что Александр Ширвинт позвонил ему и сообщил, что из-за плохого состояния здоровья не может прибыть на совещание. Ну а сегодня утром, благодаря работе полиции и антикоррупционного комитета, 3 отравителей Александра Ширвинта оказались в полиции. Ну а 4-й, самый главный преступник, который организовал преступление, не дожил до суда. Заместителя генерального директора Первого канала по информационным технологиям Кирилла Клейменова застрелили сегодня утром при задержании на собственной даче. Другие же 3 преступников, представители телевизионных каналов, имена которых пока не разглашаются в интересах следствия, уже дали признательные показания и была определена точная причина убийства Александра Ширвинта. Александр Анатольевич планировал открыть телевизионный канал и радиостанцию, посвященной работе антикоррупционного комитета и культурной жизни России. Представители других телевизионных каналов испугались конкуренции и финансового ущерба и решили устранить легендарного артиста. Глава комитета Никита Сергеевич Михалков в прощальном слове заявил, цитата: «Спи спокойно, дорогой Александр Анатольевич, ты отомщен. Спи спокойно, наш друг, товарищ и идейный лидер. Ты в наших сердцах навсегда. Вечная память легендарному артисту». Уважаемые зрители, если вы поддерживаете деятельность антикоррупционного комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.